отслоение штукатурного слоя, растрескивание его. Так ровно оставлять в проемах дверных нельзя. Для металлической сетки нужен нахлест или нет? Хочу затронуть еще одну такую тему, заезженную. Ну просто я недавно был на одном объекте, и мне показалось, что, наверное, это будет кому-то интересно. Люди, ребята там работали, ну новички, можно сказать так, как я понял. Стал вопрос монтажа металлической сетки перед штукатуркой. И люди реально не знали, как закрепить сетку к стене. Какие-то там шайбочки там придумали крепить. Ну, бред полный. Поэтому у меня такая мысль возникла. Может быть, кто-то еще не знает, как сетку закрепить. Поэтому я вам сейчас покажу самый простой и дешевый способ, как крепить сетку. Причем любую сетку, то ли ВР-ка это будет толстая штукатурная сетка, то ли это будет, как в моем случае, обычная сетка оцинкованная тонкая. Покажу вам, как это делается легко и просто, и очень дешево. Перед тем, как начнем, давайте пройдемся чуть-чуть по теории. Для чего вообще применять штукатурную сетку? Первое, обязательно применяйте штукатурную сетку на сопряжении двух разнородных материалов. В этом случае обязательно нужно применять сетку. Трещина обязательно появится. Штукатурной сеткой мы армируем стену, то есть придаем ей дополнительное усиление и эластичность. Также сетка позволяет исключить отслоение штукатурного слоя, растрескивание его. В общем, сетку можно применять везде, если у вас позволяют финансовые возможности. Вот хуже от этого вообще не будет. На любых поверхностях, на любых материалах применяйте ее, если есть такая возможность. Для того, чтобы закрепить сетку именно к газоблоку, потребуются вообще элементарные, простейшие вещи. Вот такая вот перфолента, которую вы можете приобрести в любом строительном магазине. Саморез я использую по дереву, можно длинные не крутить, 25-ми я буду работать. Ножницы по металлу, шуруповерт и все. Сейчас я кусочек отрежу. Значит, что мы делаем дальше? Вот у нас перфолента обычная. Здесь большого диаметра отверстия и маленького. Не надо брать толстую перфоленту, она есть по толщине разный металл. Вот эти отверстия идеально подходят под дюбель 6х40, 6х60, смотря к какому основанию вы будете крепить. То есть дюбель нам нужен для чего? Если мы крепим это к бетонной стене сетку, либо к любому блоку, который на основе цемента, где ты саморез просто не закрутишь. Там мы используем перфоратор. Перфоратором сделал отверстие, и сюда влазит идеально вот этот вот дюбель. Дальше забиваем молотком или ставим перфоратор на удар, добиваем перфоратором. Вот так это выглядит к стене. К газоблоку монтировать сетку — это вообще самое элементарное, что может быть. И также сюда в это отверстие идеально подходит саморез по дереву. То есть его шляпка не проваливается, держит он хорошо. Ну, саморез-то длинный, 50-й, 51-й, но я буду 25-ми крутить. Дальше что мы делаем? Мы нарезаем вот такие заготовки. Вот, по 2 отверстия оставляем, по 2 больших отверстия, в целях экономии. Можно по 3, но зачем? По 2 хватает. Аккуратненько, не спеша нарезаем заготовочки. Вот как раз у нас центр, получается 2 маленьких отверстия. Почему я сказал именно 2 здесь оставлять маленьких? Потому что проще всего согнуть. Здесь металл тоненький получается. Назовем это клипса, клямер, как угодно называть. Самодельное вот такое вот крепление. Дальше мы одеваем вот эту клипсу вот таким образом. Вот, может быть, видно вам хорошо. Вот сбоку к стене. И просто элементарно в это отверстие мы прикручиваем саморез. Выглядит это вот так. Все, больше ничего, никаких сложностей. И ничего не надо выдумывать. Просто я видел разные, какие-то шайбы используют. Ну, во-первых, это дорого. Во-вторых, фиксация, ну, мне, мягко сказать, не очень, наверное, прочная получается и надежная. А так вот, в любом месте вы одели вот это крепление. Ну, давайте вот здесь покажу. Вот так. Если вы работаете перфоратором на цементных основаниях, то есть сначала вы делаете отверстие, потом вставляете вот эту клипсу, вставляете дюбель. Ну, немножко он с натягом входит, но все равно можно запихать. Вот так. И все, забили молотком. Элементарные вещи. Ребята, кто этого не знал, не забудьте поставить палец вверх.
И здесь получается один пролет 2,5 квадрата. На 2,5 квадрата у меня уходит 40-50 саморезов. Вы видели, я не обрезал вот так полотно сетки, а делал как бы букву Г, гэшкой. Это так нужно делать, потому что вот так ровно оставлять в проемах дверных нельзя обрезать сетку. Желательно делать Г-образный вырез. Сплошной рулон прикладываем, вырезаем гэшку и с двух сторон. Плюс я еще делаю нахлесты сетки друг на друга где-то вот примерно можно видеть на 1 квадратик, то есть 5 сантиметров. Честно сказать, работал я на предприятиях с технадзорами. Там нахлесты не делали и никто за это претензий как бы не предъявлял. Не знаю, с чем это связано. И мне никто до сих пор ответ на этот вопрос не дал. Для металлической сетки нужен нахлест или нет? Допустим, если это стеклосетка фасадная, там нахлест нужен обязательно 10 сантиметров. По металлу не знаю, но я делаю. Вот такой нехитрый способ монтажа металлической сетки я вам сегодня показал. Ну а кому все-таки было полезно мое видео, прошу поддержать канал своей подпиской. Всем пока, всем хорошего настроения.